Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу представить вам новую рубрику, которую я хочу вести на канале. Она будет называться «История текстиля». Надеюсь, кому-то из вас она будет интересна. И первый выпуск в этой рубрике будет посвящен истории шелка, этого уникального материала, который отличается необыкновенной прочностью, гладкостью, прекрасной структурой. Материал этот подарил миру Китай, и известен он уже около 5000 лет. То есть 30,5 тысячи лет назад уже в Китае производили шелк, о чем свидетельствуют археологические раскопки, которые проводились на берегах рек Хуанхэ и Янцзы. Установлено, что во времена династии Луншань уже производили шелк, и в это же время примерно одомашнили тутового шелкопряда, который с тех пор не умеет не только есть, но даже летать. Происхождению шелка присвоено 3 легенды. Легенда номер 1, традиционная, говорит о том, что примерно 2500 лет до нашей эры Китаем правил знаменитый мифический желтый император Хуанди. И была у него жена, одна из жен, которую звали Лэйцзу. Однажды Лэйцзу пила чай из красивых фарфоровых чашечек под ветвями шелковицы. С веток шелковицы упало несколько коконов в ее чашку, они намокли, набухли, стали распускаться. Принцесса увидела вот эти вот шелковые нити, быстро сообразила, что из них можно сделать ткань, и соткала какое-то изделие для своего знаменитого мужа. После этого ему так понравилась эта идея, что тут же были посажены сады тутовых деревьев и началось производство шелка. А Лэйцзу попутно изобрела еще и катушку, на которой наматывается шелковая нить, и ткацкий станок. В китайской мифологии после этого ее стали называть матерью шелкопрядов. Легенда номер 2. Странная. По этой легенде в Китае существовали отец и дочь, и был у них конь. Но конь был непростой, который умел не только разговаривать, но и летать, как пегас. Однажды отец ушел на охоту и долго не возвращался. Дочь очень беспокоилась отсутствием отца и попросила коня, чтобы тот слетал и поискал отца. И если найдет, то она выйдет за него замуж. Коню, наверное, понравилась эта идея, после чего он действительно полетел, отыскал отца и на крыльях принес его домой. Но когда отец узнал о клятве данной дочерью, он страшно рассердился, убил коня, начал его свежевать, чтобы не пропадало мясо, но вдруг шкура коня поднялась, подхватила девушку и унесла далеко-далеко, посадив ее на ветви шелковицы. После этого девушка стала горько плакать, а слезы из ее глаз превращались в шелковые нити. Романтичная легенда про любовь девушки и коня. Легенда 3, бытовая. Простые китайские женщины копошились в саду, когда увидели на ветвях деревьев шелковицы какие-то белые плоды. Они стали их срывать, пытались грызть, но ничего у них не получилось, потому что они были очень твердые. Тогда они стали их варить, сварив, стали бить их палками, после чего действительно коконы стали размягчаться, выпуская шелковые нити. Женщины догадались, что это шелковая нить, и быстренько нашли применение этим нитям. Так или иначе, но шелководство начало развиваться в Китае очень давно. Представьте, что такое развитие в течение 1000 лет. Конечно, за это время технологии усовершенствовались настолько, что китайцы смогли получать уникальные, очень красивые ткани. За это время появлялись мануфактуры, придумывались новые структуры ткани, усовершенствовался ткацкий станок, придумывали необыкновенно красивые узоры на ткани, которыми славились вот эти вот китайские шелковые ткани. Первые шелковые ткани, благодаря очень трудоемкому процессу, конечно же, были очень дорогими и доступны были только членам императорской семьи. И во времена всех китайских династий существовало множество ограничений на ношение шелка, который мог носить только император, члены его семьи и высшая аристократия, несмотря на то, что шелка в Китае было очень много. Позже эти ограничения снимались, становились более мягкими, и только при последней династии китайских императоров Цин ограничения были сняты полностью. Но даже на сегодняшний день ношение шелка не стало легко доступным из-за его дороговизны.
Шелк всегда был одеждой для избранных. Например, желтый цвет платья мог носить только император и члены императорской семьи, а также некоторые из изображений на шелке. По одеянию можно было судить, кто перед вами, какой чиновник, какого ранга. Например, чиновники высшего ранга могли позволить себе носить одежду с вышивкой павлина или журавля. Чиновники рангом пониже могли носить платье с вышивкой сороки или сойки. А женщины украшали свои платья вышивкой птицы феникса, которая свидетельствовала об их целомудрии и добропорядочности. В 1271 году при династии Юань даже был принят закон 5 когтей, который гласил: простым людям запрещается носить любую одежду с изображениями целиня, луаня, феникса, белого кролика, линджи, дракона с 5 когтями и 2 рогами, 8 драконов, 9 драконов, иероглифы шелкопредения, а также золотисто-желтый цвет. В это время Китай был очень закрытой страной, которая практически не торговал с внешним миром. Это было связано с его географическим положением, поскольку практически со всех сторон он был окружен горами. Единственная торговля была с кочевыми племенами близлежащих народов. Поэтому секреты шелководства и были сохранены такое большое количество времени. Ситуация изменилась только с открытием Великого Шелкового пути, дороги, связавшей Восток и Запад длиной почти в 13 тысяч километров. До этого в Китае не вели практически никакие дороги, и даже войска Александра Македонского не смогли до него добраться. Великий Шелковый путь пошел из Китая через ряд стран Средней Азии, через Бактрию, Парфию, Индию и так до Ближнего Востока, практически доходя до Средиземного моря. В 121 году до нашей эры из Китая вышел первый караван по Великому Шелковому пути, который повел один из китайских военачальников по имени Джан Цянь. В своем путешествии в Ферганской долине он увидел прекрасных коней, поразивших его своей статью. И у него возникла идея менять этих коней на шелк. Возвратившись с докладом к императору, он предложил менять коней на шелк и специи. И так началась вот эта вот торговля на Великом Шелковом пути, в основном шелком, специям и фарфором, который вывозился из Китая. Шелк очень быстро снискал популярность у соседних народов. Во-первых, благодаря своему прекрасному внешнему виду, свойствам шелковой ткани. Но еще была одна очень важная особенность, благодаря чему его сразу полюбили: на шелке не размножались паразиты. А вы понимаете, что гигиена в древние века была совсем не такая, как сейчас, поэтому людей одолевали и вши, и блохи, и другие насекомые. А шелк не поддерживает размножение всех этих паразитов. И представляете, какое это было избавление, прямо счастье для людей, долгожданная радость избавиться от всей этой гадости. Шелк являлся оружием дипломатическим в том числе. Благодаря шелку заключался мир, перемирие, объявлялись войны, подкупались дипломаты, соседние правительства и так далее. А это был один из главных продуктов экспорта Китая. Великий Шелковый путь, благодаря тому, что он был огромный, и караваны шли очень долго. От Китая до Средиземного моря время прохождения каравана составляло от 1,5 до 3 лет. Представляете, сколько шел один караван? В караване могло быть от 3 до 300 верблюдов. И, разумеется, один караван не мог пройти такое расстояние без остановки. И так и не было. На каждом оазисе Великого Шелкового пути, в каждом городе, товары, которые вез этот караван, перепродавались посредникам. И дальше из этого пункта отправлялся следующий караван. На Великом Шелковом пути сидело огромное количество этих посредников. Это были и китайцы, кушаны, парфяне, сагдийцы, позже радханиты, римляне и так далее. И каждый раз цена на этот товар накручивалась, люди обогащались. И, конечно, когда он доходил уже до Средиземного моря, цена его удесятерялась. Но все, кто сидели на этих оазисах, они очень сильно обогащались. Шелк был очень легкий, и поэтому перевозить его было даже
проще, чем железные монеты. Однако ни китайцы не доходили до Римской империи, ни римляне не доходили до Китая, о чем свидетельствуют археологические раскопки. Некоторые китайские путешественники и торговцы доходили до Средиземного моря, но не далее. А это значит, что китайцы в начале нашей эры ничего еще не знали о шелковых тканях. Об этом свидетельствует то, что в 53 году до нашей эры состоялась знаменитая битва при Каррах императора Краса против парфян. Кстати, это тот самый Крас, который подавил таки восстание Спартака. А парфяне это были ближайшие соседи Римской империи, которые постоянно вели с ними разные войны, и они-то уже имели к тому времени шелк. История гласит, что когда воины Краса увидели яркие знамена парфян, шелковые знамена, они были просто ошеломлены. Кстати, в этой битве Краса такие разгромили и убили. Долго ли, коротко ли, но шелк таки попал в Римскую империю и сразу произвел там фурор. Разбогатевшая знать хотела при помощи шелка подтвердить свой статус. Ну и кроме того, шелк очень хорошо подошел к климату Римской империи, благодаря тому, что он остужал, он создавал комфортную температуру, он был легкий, красивый, блестящий. В общем, все, что нужно для того, чтобы прикрыть телеса благородных патрициев и их матрон. Однако, пройдя через десятки рук, шелк становился очень дорогим и мог себе позволить такие одеяния только действительно богатые римские аристократы. Платили они за него золотом, и покупка шелка приобрела такие масштабы, что вызвала огромный отток золота из Римской империи, привела к дефициту золота. Представьте, например, в начале нашей эры отрез шелка в 12,5 метров обходился аж в 300 динариев. Это была зарплата римского легионера за год, что, разумеется, вызвало недовольство, и многие римские императоры пытались ограничить ношение шелка, издавая различные декреты, указы и так далее. Ношение шелка вызывало критику императора Тиберия, он запрещал ношение одежды мужчинами. Философ Сенека был так оскорблен ношением шелка женщинами, которые были достаточно развратны в Древнем Риме, что написал по этому поводу. «Я вижу одежду из шелка, если материю, которая не прикрывает ни тело, ни даже порядочность, можно назвать одеждой. Несчастные служанки трудятся, чтобы неверную жену можно было увидеть сквозь ее тонкое платье, так что любой посторонний или иностранец становится знаком с ее телом ничуть не хуже мужа». Но вы понимаете, что сами эти люди прекрасно носили одежду из шелка, поэтому мне эта вся история напоминает пчелы против меда. Но, тем не менее, это была одна из причин, которая косвенно, но послужила распаду Римской империи, благодаря вот такому огромным потерям на покупку шелка. Например, в 408 году, когда готы начали осаждать Римскую империю, и гот Аларих осадил Рим, его плата за спасение города включала 5000 фунтов золота, 3000 фунтов перца, 30 тысяч фунтов серебра и 4000 шелковых туник. При династии Хань вывоз из Китая личинок шелкопряда или яиц карался смертью. Благодаря этому Китаю в течение тысячелетий удавалось сохранять секрет шелкоткачества и шелкопрядения. Поэтому в других странах существовали самые мифические версии, что вообще такое шелк. Они даже не понимали, откуда он берется. Например, Вергилий в 1 веке до нашей эры полагал, что шелк изготовлен из начеса с листьев. Греческий историк Дионисий считал, что шелк сделан из цветов. Также были предположения, что шелк растет на деревьях, что его создают огромные жуки или он сделан из пуха птиц. Римский историк IV века Аммиан Марцелин говорил, шелковые нити сделаны из почвы. Китайская почва мягкая, как шерсть. После полива и специальной обработки она может использоваться для формирования шелковых нитей. 3000 лет Китай сохранял монополию на производство шелка.
Но представляете, на шелке зарабатывали все соседние народы такие деньги, что его нельзя было не украсть, этот секрет. Настолько он был интересен. Один из соседних народов назывался сагдийцы, которые жили в стране Сагдиане. Так вот, в Сагдиане за коня платили 10 отрезов шелка, а в Византии шелком расплачивались золотом по весу, поэтому византийский тяжелый шелк и ценился так дорого. Украли секрет шелководства в разное время разные народы. Около 300 года нашей эры шелководство распространилось в Японии. Но Япония в те времена была страной еще более закрытой, чем Китай, поэтому никакого влияния на китайскую монополию это не поимело. Затем, где-то в 200 году до нашей эры, шелководство появилось в Корее, благодаря тому, что туда приехала огромная волна китайских эмигрантов. Затем индийцы украли секрет шелководства и тоже начали развивать свое производство. Китайская монополия на шелк была нарушена, когда секрет украли хатани. Был такой оазис на Великом Шелковом пути, хатанское или сагдианское государство. Дело в том, что правитель Хатана решил заключить традиционный договор мира и родства с императором Китая, посватавшись к одной из его дочерей. В то время в Китае была гаремная система, поэтому отпрысков императорской семьи было очень много, и принцесс было не жалко, раздавали их, в общем-то, кому попало, в том числе даже мелким вассалам. Хитрый правитель Хатана, приехав к суженой, сказал ей: «Дорогая, дело в том, что на твоей новой родине не будет таких прекрасных шелковых тканей, ты будешь несчастна, будешь обделена». Что придумала хитрая принцесса? Она яйца шелкопряда спрятала в своей высокой сложной прическе, семена шелковицы положила в свои баночки с благовониями, а вместо служанок взяла с собой самых лучших и искусных ткачих. И таким образом все секреты через таможню, через пограничников она вывезла из Китая, и они попали в сагдийское государство. Так это или не так, но тем не менее секрет шелководства попал в Сагдиану. И вот в V-VI веках Сагдиана становится крупнейшим центром шелкопредения и шелкоткачества в Средней Азии. И сагдийцы становятся главными торговцами на Великом Шелковом пути, о чем свидетельствует множество товаров и артефактов, дошедших с тех времен до наших дней. В том числе вот на слайде вы видите редкий шелковый халат из Сагдианы, который был продан на аукционе Сотбис в 2017 году. Такие ткани назывались персидской парчой. В IV веке нашей эры Римская империя распадается на западную и восточную. Во главе каждой из этих империй становится свой император. Западная очень быстро прекращает свое существование, а восточная или Византия еще существует около 1000 лет, во многом благодаря шелководству и шелкопредению и производству шелковых тканей, благодаря чему византийское государство очень сильно обогащалось. Но для этого нужно было добыть вот этот секрет шелководства. Каким же образом это произошло? Это еще один из классических случаев промышленного шпионажа. Дело в том, что император Юстиниан очень хотел получать собственный шелк. И ему сказали, что есть два монаха, которые странствуют по Великому Шелковому пути. Они пришли из Индии и готовы продать незадорого этот секрет. Юстиниан приказал им вернуться туда, откуда пришли, и добыть все необходимые знания о производстве шелка, пообещав очень щедро их вознаградить. Монахи отправились в путь, дошли ли они до Китая, или до Сагдианы, или до Индии, доподлинно неизвестно, но примерно через 2 года они вернулись, и они принесли не только яйца шелкопряда в своих полых бамбуковых посохах, но и принесли знания о технологии шелкопредения и шелкоткачества. Итак, знания о шелке попали в Византию. Таким образом, в VI веке нашей эры римляне, византийцы узнают секрет шелка, и теперь они не должны больше платить огромные деньги перекупщикам Великого Шелкового пути, в первую очередь персам и парфянам.
Сразу церковь и государство очень рьяно начинают развивать шелководство, создают мастерские, создают новые виды тканей, и византийский шелк теперь считается лучшим в Европе. Открываются новые мануфактуры в Константинополе, Коринфе, Фивах, в Сирии, в Египте, которые тоже в те времена входили в состав Византийской империи, и они стали очень знамениты своими прекрасными шелковыми тканями. А как я вам говорил, византийский тяжелый шелк продавался по весу золота. Разумеется, Византийская империя начала обогащаться в то время. Византийское счастье длилось около 500 лет, пока Византия была одним из самых богатых государств, в том числе благодаря шелководству. Но, конечно же, это не давало покоя ее соседям, поэтому Византию постоянно атаковали. С одной стороны готы, с другой стороны арабы, которые же полностью исламизировали Великий Шелковый путь. В те годы появился арабский халифат. С востока нападали турки-сельджуки, которые уже узнали, где богатые земли, и тоже пытались отщипнуть кусочек византийского счастья. Так или иначе, но византийское государство, империя становилась все меньше и меньше и меньше, от нее отгрызали все больше кусков, а потом начались еще и великие крестовые походы. Первый крестовый поход, затем второй крестовый поход, когда крестоносцы уже шли, захватывали города, разоряли их и так далее. И Византийская империя просто не выдерживала такого напора со всех сторон. В это время один ушлый парень, король Сицилии, Рожер II, в 1147 году напал на Коринф и Фивы. А это были два важнейших центра шелковой промышленности. Что он сделал? Он захватил в плен всех ткачей, а их там было 2000, представьте, эксклюзивных ткачей, мастеров, которые учились своему мастерству сотни лет. Он их захватил, забрал все ткацкие станки, все оборудование, весь шелк и увез к себе на Сицилию. И там организовал первые производства в Палермо и Калабрии. Таким образом, с 12 века шелковое производство начинает развиваться в Италии. В 13 веке шелковое дело стало одной из главных отраслей торговли и промышленности в Венеции, затем в Генуе, во Флоренции, а в 15 веке в Милане. В это время Европа прошла голод, Европа прошла чуму, страшные войны, благодаря чему население Европы сократилось чуть ли не в 2 раза. Постепенно шелковое дело перешло и во Францию. Первым городом был Авиньон, где появилась шелковая промышленность в XIV веке, так как там находился папский двор. Ну а папские священники, как вы понимаете, хотели окружить себя прекрасными шелковыми тканями. Для этого были завезены ткачи из Генуи. В это же время появилось шелкоткацкое производство и в городе Тур, французский. Авиньон и Тур соперничали между собой где-то до начала 18 века. Французские короли пытались каким-то образом оживить свою промышленность, ну и понимали, что как-то нужно перехватить вот эту пальму первенства в производстве шелка у итальянских купцов и итальянских производителей. Первым решил эту ситуацию исправить французский король Карл VII, который в 1420 году издал указ, по которому в Лионе начали проводиться 2 торговые ярмарки в год. Потом 3, потом 4. Причем эти ярмарки были полностью освобождены от налогов. Как местные купцы, так и иностранные. Представляете, 60 дней в году беспошлиной торговли, это было очень много. Сразу промышленность начала оживляться, город начал оживляться. Но тем не менее, лионские предприниматели не хотели сами заниматься шелком, уговорить их было чрезвычайно тяжело, поскольку, конечно, проще было купить, перепродать и так далее. Только в 1536 году 2 торговца, Этьен Турке и Бартелеми Нарис, из Лиона решили основать там первые мастерские по производству шелка. Им были выданы все необходимые лицензии, патенты, их освободили от налогов, от милицейской службы и от всяких повинностей, только развивайте производство шелка. И, в общем-то, производство шелка начало развиваться очень быстро в Лионе, и вскоре, благодаря вот такому бурному развитию, а также другим политическим событиям, Лион вышел на первое место,
а мастерские, которые находились в Туре и Авиньоне, постепенно заглохли. Таким образом, Лион становится центром шелкопредения и шелкоткачества в Европе. Также развиваются новые ткани, создаются новые узоры, новые ткацкие станки, появляется жаккард и так далее. И вот в Европе есть центр шелковой промышленности в Италии и во Франции. И так продолжалось сотни лет, пока не случились несколько очень крупных эпидемий чумы среди бабочек, благодаря чему вымерли практически все популяции бабочек во Франции. Кроме того, в Европе начались войны, наполеоновские войны, и шелковая промышленность, да и вся текстильная промышленность во Франции пришла в упадок. На сегодняшний день как раз таки в Лионе сохранились небольшие мануфактуры по производству шелка, но это сейчас уже больше ремесленничество. К тому времени уже появился Суэцкий канал, благодаря чему поставки шелка из Китая, из Индии стали проще, быстрее и дешевле. И что мы видим на сегодняшний день? Что опять-таки шелковая промышленность вернулась туда, откуда она и пришла к нам много тысяч лет назад. Из Китая обратно в Китай. И на сегодняшний день опять Китай занимает первое место по производству шелка. И большинство шелковых тканей этих прекрасных мы получаем именно оттуда. О том, как производится шелк, какими он обладает свойствами, вы узнаете в следующей передаче. Не пропускайте, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, до новых встреч.